Все мы знаем, что Google делают хорошие продукты, и ни для кого не секрет, что в России их тоже любят, несмотря на то, что у нас они не продаются. В первую очередь это смартфоны Pixel, ноутбук Pixelbook, колонки Home и так далее. Но у Google, как и у любой другой компании, случаются проколы. Честно говоря, и смартфоны Pixel не особо хорошо продаются, и Chrome OS не популярны, но эти продукты однозначно прекрасны. А вот это однозначно провал. Это первые беспроводные наушники от Google Pixel Buds. Как и вся остальная продукция Google, в России Pixel Buds не продаются, но они есть в США, есть в Европе. В первом случае стоит $159, во втором 179 евро. Есть три расцветки, полностью черные, как вот эти, есть полностью белые и тускло-сине-зеленый, как хотите называйте этот цвет. Размеры и все остальное. Кейс большой, он больше, чем в AirPods, но конкурентом AirPods Pixel Buds не являются, впрочем, как и Beats Sam X. Это вкладыши, но при этом они соединены проводом между собой. Сам кейс сделан из пластика, покрыт он приятной тканью, действительно на ощупь очень классно, но он большой. Из-за размеров в маленький карман джинс их тоже не положишь, в отличие от AirPods. Плюс нужно грамотно научиться складывать их в футляр. Здесь даже есть специальная инструкция на внутренней части крышки. На кейсе есть всего одна кнопка. Если нажать, можно посмотреть заряд аккумулятора. Если зажать, то включается режим синхронизации. У Google есть своя магия, как у Apple в случае с AirPods. Подносишь наушники к телефону, всплывает специальное облачко с изображением Pixel Buds, нажимаешь одну кнопку и все подключено. У кого-то это работает, у кого-то почему-то не работает. В моем случае нужно вручную заходить в настройки и подключать Pixel Buds. Да, один раз это сделать несложно, но все-таки хотелось проверить на себе эту магию Google. Через параметры телефона можно посмотреть, насколько заряжены наушники, но не кейс. Да, он показывает зарядку кейса на самом кейсе, но насколько он заряжен, непонятно. Нажимаешь кнопку, горит всегда одна зеленая лампочка, хотя их здесь три. Я до сих пор не разобрался, как эти лампочки работают. Заряд самих наушников также отображается в статус-баре в значке Bluetooth, это удобно, но работает это только на последних версиях Android и с обновленными сервисами Google. Эргономика. Штука такая же важная, как и звук. Два наушника соединены между собой кабелем в оплетке. Не сказать, что она качественная. Рано или поздно перетрется или перегнется. Плюс наушники неудобно сидят в ушах. Да, здесь есть специальные ушки для этого, но те же AirPods в моих ушах чувствуют себя прекрасно, а в этих наушниках за час-полтора уже устаешь. С другой стороны, AirPods надеваешь, например, в Китай летишь, 7 часов перелета и вообще никаких проблем. Правое ухо, кстати, сенсорное, поэтому прямо с наушников можно управлять плеером. Один раз тапаем пауза, два раза следующий трек, вправо-влево громкость и зажимаем, включается Google Ассистент. Да, фишкой Pixel Buds стал ассистент, который умеет на лету переводить речь. Садитесь рядом с китайцем и переводите друг другу какие-то фразы. «Дай мне, пачка, быстро пригнись, стол». Типа того. Ладно, такого нет, так как перевод работает только на телефоне, где установлен английский язык и включен ассистент. С русским языком это не актуально. Осталось качество звука, и звучат они примерно как AirPods, может быть даже чуточку лучше. В этом плане Google нет вообще никаких вопросов, звук действительно хороший. Работают уши как с Android, так и с iOS, но самое смешное, что они плохо работают с Pixelbook, другим продуктом Google. Они постоянно отваливаются и приходится ждать по 10-15 минут или вовсе перезагружать ноутбук, чтобы они вновь заработали. Очень удобно. В целом могу сказать так, провал полный, ничем не удобный, звук не фантастический, хоть и хороший, так что лучше купить, наверное, AirPods и не тратить $160 на эти наушники. Можно купить и Beats X, зависит от того, что вы любите, вкладыши или затычки, причем обе версии наушников отлично себя чувствуют с Android-устройством. Даже появились программы, которые показывают заряд и кейса, и самих наушников, так что с этим нет никаких проблем. Какой вывод? Вывод очевидный. Случается это со всеми, случилось и с Google, но мы не перестаем надеяться, что в следующем поколении все будет сделано как положено. Знаешь, все мы знаем, что у Apple при поднесении... Зачем ты туда смотришь? Заново. Пойдет. Через параметры телефона Ну, что ты?